Привет, друзья! Мы едем в Мангистау. Наша цель за ближайшие 10 дней проехать 6000 километров, побывать в 15 разных локациях и по возможности разобраться, чем же привлекает юго-западный регион Казахстана тех немногочисленных путешественников, которые сюда едут. Первое, чем надо запастись в Казахстане, это терпением. Казахстан – 9-я страна по площади в мире, и его степи кажутся совершенно бесконечными. Только на второй день, уже в темноте, мы добрались до поворота к первой путевой точке. Через 40 километров и часа пути мы наконец доехали до места планируемого лагеря. При свете фар поставили палатки и отправились на отдых. Думаю, вы догадались, что наше утро началось не с завтрака. Нас окружал лабиринт белоснежных меловых останцев, которые когда-то давно были дном древнего океана Тетис. Это утро встретило нас тишиной. Акергишен вытянулся примерно 10 километров с северо-запада на юго-восток. И в мае мы еще успели увидеть его растительность, не выжженную беспощадным солнцем. Несколько часов мы блуждали по его причудливым изгибам. В Мангистау я отправился в составе фотоэкспедиции и людей, которым был близок такой формат путешествий. С самого утра все блуждали в окружении меловых гор, находя артефакты прежних цивилизаций. Одно из подтверждений тому – ракушечник, оставшийся с тех времен, когда здесь было древнее море. Но нас ждал завтрак и дальше дорога на Акталагай, еще одно интересное плато по соседству. 3 машины, стоявшие рядом с нами, были единственные, кого мы встретили в этих краях. Пользуясь сравнительно небольшим расстоянием между Акергишеном и Акталагаем, мы решили заехать еще в одно место – Такыр-Кабысколь. Дорога в этих местах проходит через степь, поросшую мелкими кустами красной травы. Мы двигались по ней, поднимая вверх клубы пыли. Такыром называют ровный рельеф, который образуется при высыхании засоленных почв в пустынях или полупустынях. Обычно он формируется в низинах, где после дождей появляются неглубокие озера с вязким и листым дном, которое впоследствии высыхает и уменьшается в размерах. Для него характерны трещины усыхания, например, такие. Здесь, благодаря табунам диких лошадей, его рисунок был порядком вытоптан. Немного прогулявшись и размяв ноги, мы начали искать дорогу дальше, в сторону конечной точки этого дня. Еще 30 километров по степи, и мы оказались у останца, который служил прозвище «Пирамида». Название он получил за свою форму. Второе название «Королева», как у шахматной фигуры, он получил за шарообразную шишку. Но жизнь покатилась по наклонной, и когда мы доехали до него, он стоял уже обезглавленным. Вот так ничего не бывает вечным под луной. Тут же мы обнаружили останки белемнитов, головоногих моллюсков, которые жили миллионы лет назад. Над нами начали сгущаться тучи, к счастью, в буквальном смысле. И без особых промедлений мы решили подняться наверх, на смотровую площадку на плато. С этой точки открывается отличный вид. И в отличие от Акергишена, все видно как на ладони. Пожалуй, нам повезло, и почти все дожди обошли нас стороной. И было достаточно времени, чтобы без особой спешки полюбоваться всеми красотами.
Отсюда, сверху, мы увидели ребят, с которыми стояли рядом, у Киргишена. Северная часть Акталагая мне показалась наиболее живописной, а на юг открывался вид на сорт Алагай, который был частично покрыт водой. Пожалуй, единственное сожаление было связано с тем, что закат своими глазами увидеть не получилось. Поднялся ветер, начал капать дождь, и было принято решение разбить палатки внизу, в местных лабиринтах. Утро встретило практически ясной погодой, и Акталагай, который мы видели в рассеянном мягком свете, заиграл новыми красками и гранями. После завтрака было принято решение еще немного покататься и погулять вокруг. Спустя примерно час мы начали выбираться обратно в сторону асфальтовой дороги. Здесь, посреди бескрайней степи, стоит мавзолей Жувана. Начало его строительства датируется с началом 1890-х годов, а завершение 1898 годом. Огибая Киргишен с севера, нам попались невероятно пыльные дороги. Даже в режиме внутренней циркуляции воздуха в Словне стояла густая пелена, и мне приходилось отпускать Эдуарда довольно далеко вперед. Если же говорить про Киргишен и Акталагай в целом, на мой взгляд, этим локациям можно смело поставить 8 из 10 баллов по шкале впечатлений. И вот, уже на закате, на горизонте появился сорт Узбаир. Правильнее будет сказать, что мы оказались в нескольких километрах на севере от него. Дальше все стандартно. Поиск места для лагеря, установка палаток и время для моей первой стратегической ошибки. Все проснулись еще до рассвета. Все, кроме меня. Прошлым вечером я случайно удалил все экземпляры видеофайлов и провозился половину ночи в попытках хоть что-нибудь восстановить. В итоге мне пришлось обследовать Тузбаир исключительно с воздуха. Второй экипаж тем временем спустился по подъему Маната и предпринял попытку добраться до края Чинка. В это время я наблюдал за ними сверху. Периодически мне попадались корабли пустыни, неспешно вышагивающие по известному только им маршруту. Если говорить об основной достопримечательности Тузбаира, это одноименный сор Тузбаир. Он виден сейчас на заднем плане. Сор – это разновидность бесточного солончака, который образуется в замкнутых впадинах, обычно с явно выраженной береговой линией, который характерен для Центральной Азии и Казахстана в частности. Масштабы окружающих пейзажей сильно удивляют. Небольшие складки поверхности с высоты плато оказываются препятствиями размером с 9-этажный дом. Тузбаир можно изучать часами. И если было бы время, то я, наверное, уделил бы ему пару дней. На этом кадре есть человек. Сможете его найти? К сожалению, в этом видео я не смог показать даже 20% всех тех красивых мест, которые тут есть. Тем временем второй экипаж смог наконец пробиться к смотровой площадке. Тут даже не хочется ничего комментировать. Просто посмотрите сами.
нам так и не удалось спуститься вниз, к Сору, полюбоваться зеркальной поверхностью и встретить закат или восход еще у одной отличной точки – арки Тус-Баира. Уже гораздо позже я нашел спуск вдоль нефтепровода в 20 километрах на юго-восток от лагеря. Если вы тут были, напишите в комментариях, верна ли моя гипотеза и в какое время вам больше всего понравился вид на арку и зеркальную поверхность Солончака. Пришло время собираться и двигаться к следующей точке рядом с Шитпе, горе Шеркала. Добраться до нее получилось уже ближе к вечеру, когда погода окончательно испортилась и начался небольшой дождь. Вокруг этого места ходит множество преданий, согласно которым когда-то на вершине горы был город-крепость, а путь к нему лежал через одну из пещер на северной стороне. В переводе с персидского название горы Шеркала переводится как «крепость льва». Говорят, это место было убежищем туркменов, которые в далекие времена воевали с казахами. Здесь же были обнаружены серебряные и золотые монеты, которые относятся примерно к 1200 годам нашей эры. Если честно, в первый раз, когда я тут оказался, мне было не очень понятно, что в ней такого особенного, но так со многими локациями в этом регионе. Они не любят открываться с первого раза. Через какое-то время облака затянули вершину горы, дождь усилился, и чтобы не ставить палатки в грязи, мы решили переночевать в Этнауле, КГС, по соседству. Утром мы порадовались, что спали не в палатках. Ночью прошел дождь, и глина превратилась в вязкую кашу. По плану, в этот день мы должны были добраться до долины замков Айракты, но, оглядываясь вокруг, понимали, что путь до нее мог быть сопряжен с рядом трудностей. Добравшись до съезда с асфальта на дорогу в сторону Айракты, мы решили провести разведку с воздуха. До долины замков было примерно 5 километров, и идея изучить дорогу перед тем, как ехать по ней, была не лишена изящества. Не впечатлившись лужами в колеях и многочисленными затопленными низинами, было принято решение поехать по альтернативному маршруту. И первой остановкой стали пески Тущи-Кудук. Пески встретили сильным порывистым ветром и верблюдами, меланхолично гуляющими по соседству. Зрелище было необычным, и все отправились гулять по песчаным дюнам. Вообще, то, что является экзотикой для путешественников, совсем не радует местных жителей. Уже более 2 десятков лет в этом регионе борются с опустыниванием территории, пытаясь высадить саксаул, который способен сдерживать продвижение песков в сторону аулов и укрепить почву. Нельзя сказать, что пока борьба идет эффективно. Многие кусты погибают от засухи, либо поедаются домашним скотом. Мы же пожелаем этим местам справиться с этой проблемой и избежать экологической катастрофы. Традиционный перекус кранидовым и заварной кашей. И двигаемся дальше, в путь. Следующая локация – урочище Акиспе. Камера даже близко не передает ослепительную белизну этих мест. Когда мы приехали сюда, опять шел дождь, но даже в эту хмурую погоду было легко представить, насколько белоснежные тут ландшафты. После небольшой прогулки мы проложили путь в сторону урочища Тарыш, известный еще под названием Долины Шаров. Увы, из-за прошедшего дождя и размягшей почвы движение вперед было крайне медленным, и чтобы не выбиться из графика, было принято решение развернуться обратно и направиться в сторону берега Каспийского моря. Каспий встретил шквалистым ветром, норовя выбить камеру из рук. Пейзаж вокруг слегка проигрывал здравницам Краснодарского края. Желающих окунуться не было, и после непродолжительной вылазки за борт автомобилей мы отправились в сторону подземной мечети Шакпа-Ката, одному из важнейших религиозных памятников Мангистау.
Мечеть является уникальной своей архитектурой и оформлением и считается образцом каменного искусства в Казахстане. Она высечена в пористой меловой скале, а вход в нее сделан в виде портальной арки, рядом с которой вырублены несколько просторных ниш. Ее история насчитывает не менее 600 лет. Это единственная мечеть в регионе с надписями и рисунками. Надписи сделаны на фарси, тюркском и арабском языках. В заключение этого дня мы проехали еще над каньоном Капамсай, после чего добрались до гостиницы «Форт Шевченко». В гостинице нас ждал включенный телевизор с электронно-лучевой трубкой, с неожиданным вокально-инструментальным ансамблем. Ну и давайте я вам покажу карту сегодняшнего дня. В тот вечер мы посмотрели прогноз погоды, и он нас не сильно обрадовал. Утром поездка началась с Жигалгана. В переводе Жигалган означает «упавшая земля». Внутри провала видны хаотично разбросанные камни, и некоторые из них достигают размеров небольших домов. Помимо красивых легенд, есть различные гипотезы по поводу причины возникновения этого места. Одни считают, что оно могло образоваться в результате землетрясения, другие — в результате размытия карстовых пород. Еще одна версия, результат падения метеорита, не получила подтверждений. Инопланетных пород в этом месте обнаружено не было. В любом случае, это необычное зрелище. Можно сколь угодно спорить о его фотогеничности, но кадры с дрона поражают воображение. Размеры провала составляют примерно 2 на 4 километра. По форме он напоминает эллипс. По соседству на спутниковых снимках можно заметить примерно похожие контуры, но в них уже нет таких каменных садов. Тем временем погода окончательно испортилась, и началось самое увлекательное. После того, как Эд благополучно выбрался на трассу и смог закрепить обратно слегка слетевший багажник, мы продолжили путь в сторону Шетпе. Дул такой ветер, что машины иногда шли слегка боком. Если честно, я вообще не узнавал Казахстан. Вокруг нас были необъятные, залитые водой низины. Через какое-то время мы добрались до этноаула Когес рядом с Шетпе, где уже ночевали 2 дня назад. На этот раз свободными были только юрты, но мы были максимально рады и этому. Со слов местных, такое количество осадков выпадает нечасто, раз в 5 лет, а то и реже. Грязи было в буквальном смысле по колено, и внутри машины был просто адский срач. Думаю, теперь понятно, зачем в поездку сюда имеет смысл брать резиновые сапоги. Мы расположились в юртах, немного перекусили и решили еще раз добраться до Шеркалы, но подъехать в этот раз с севера. Несмотря на обильные осадки, дорога была довольно легкой, поскольку грунт в этом месте был каменистый, с небольшим количеством песка.
Невзирая на дожди и облачность, лично я совсем не был расстроен отсутствием солнца. Туман добавлял этому месту таинственности и загадочности. Северная часть Шеркалы была похожа на гриву. В какой-то момент у земли я нашел довольно интересное место и решил его разведать. Здесь за тысячи лет падающие потоки воды выточили очень причудливый колодец максимально необычной формы. Но самое невообразимое мы нашли наверху. Извилистый каньон высотой с пятиэтажный дом рассекал вершину, уходя вглубь на сотни метров, причудливо извиваясь в разные стороны. Поднявшись еще выше, дрон достиг нижней границы облачности, и лететь дальше было бессмысленно. По соседству нашелся еще один каньон, чуть меньшего размера. Внутри каньона была отдельная экосистема, а на его стенах сидели птицы самого разного размера. Мы так и не смогли понять, кто это был, и, пролетев над каньоном пару раз, решили спуститься вниз, чтобы не беспокоить обитателей. Второй визит на Шеркалу был однозначно гораздо более интересным, и уверен, это место скрывает еще немало всего удивительного. И вот наступил тот день, когда ехать в долину замков Эракты надо было без вариантов. Этой ночью опять шел дождь. Такой, что даже крыша юрты не справлялась с потоками воды. Утром ненадолго вышло солнце и местами незначительно просушило почву. Мы начали искать те немногочисленные дороги, которые не затопило водой. В какой-то момент стало понятно, что пора остановиться и дальше идти пешком. Двухсотка на ровном месте чуть не упала на брюхо, и, вытащив ее динамической стропой, мы решили оставить автомобиль рядом, на холме. Долину у Эракты полностью затопило водой. Мы не единственные пытались пробиться как можно ближе к долине замков. Ребята из Ижевска тоже штурмовали дорогу неподалеку. Единственное, что радовало, из 5 километров мы смогли проехать 4, и у нас впереди оставался всего 1 километр. Начиная с этой точки, было принято решение идти пешком. Перед долиной замков находятся гаражи Эракты в виде подковы. Первые кадры этого дня начались внутри нее. Ее крыша полностью удивительно плоская. Впрочем, как и многие горы в этих местах. А станция Эракты поистине монументальна.
Их настоящие размеры можно понять, например, поместив человека в кадр. Единственное сравнение, которое приходило в голову, это декорации к фильму «Дюна». К счастью, долину населяли не гигантские черви, а вполне земные существа, например, черепахи. Чуть подальше, за безымянной скалой и огромными оврагами, спряталась гора Тамалак. С ее вершины открывается, наверное, один из лучших видов на долину. Название долины замков приписывают писателю и поэту Тарасу Шевченко. В 1851 году его отправили на полуостров Мангышлак в составе геологической экспедиции, и здесь он сделал немало набросков карандашом, в том числе в долине замков. Тем временем мы изучали аэрокты, и лично я был максимально счастлив, что солнце было за облаками, а долина погружена в дымку. Позже я видел немало солнечных или пасмурных фотографий, но нигде не встречал такой невероятной магии, которую у нас была возможность увидеть своими глазами. Если подводить итоги, могу сказать, что это действительно потрясающее визуально и энергетически место. По шкале впечатлений ставили ему твердые 10 баллов из 10. Ну а для нас наступило время расстаться с локацией, и уже в глубоких сумерках мы вернулись на базу. Как вкусно! Все, давайте обратно прием. Обратно не отдадим. Суровый Мангистау решил показать все, на что он способен, и все дни напролет лил с небес свои слезы. Мы выехали от Шетпе в сторону Жанаазена и дальше по недавно построенной асфальтовой дороге двигались в сторону урочища Кызылкуб, или, как его некоторые называют, Тирамису. Пожалуй, это была единственная локация, где я пожалел, что не было солнца. Представляете, какими восхитительными красками могли бы играть все эти причудливые узоры на рассвете или закате? Разноцветные слои с воздуха складывались в причудливые паттерны, и мы не переставали удивляться, насколько необычные ландшафты создала тут природа. В моем рейтинге впечатлений это головокружительное место получило 9 баллов из 10. Этим вечером погода сжалилась над нами. Мы смогли разбить палатки неподалеку, немного отдохнуть, чтобы приготовиться к последним локациям нашей поездки. Наступил день, когда мы выехали к завершающему месту на нашем маршруте.
Как корабля нет без капитана, так и Мангистау не может быть без Божжиры. Есть мнение, что в Исландию надо ехать после того, как ты увидел все водопады мира, а на Божжиру, как пострел весь Мангистау. Божжира, пожалуй, самое красивое место Мангистау. Ее часто называют Аризоной Казахстана. Она расположилась на дне огромного каньона в западной части плато Устюрт. Это знаменитые останцы, которых называют клыками Божжиры. Из всего маршрута это было единственное место, которое я до этого видел на фотографиях и видео путешественников. Но никакие фото и видео, увы или к счастью, не могут передать всех эмоций, которые тут ощущаешь. Это как будто совсем другой мир или параллельная вселенная. Мы ехали вдоль Чинка и то и дело останавливались. Земля в этих местах упала метров на 200, и было ощущение, что лилипут, попавший в страну великанов. Мы добрались до останцев, которые между собой назвали «Аврора», за сходство с одноименным крейсером. К сожалению, мне так и не удалось выяснить их настоящее название. Собираемся вместе и делаем фото на память. В переводе с казахского Божжира означает «блеклая земля», но на самом деле она куда более многолика. Ее цвет может быть серым в облачную погоду, ярко-белым, когда светит солнце, и желто-розовым в лучах рассвета или заката. Нетрудно догадаться, что и тут Тетис приложил свою руку к формированию ландшафта. Пришло время прощаться, и в завершении предлагаю вам выбрать, какой ролик выйдет следующим. Первый вариант – поездка вдоль Сыкуля и по Памирскому тракту. Второй – путешествие на Алтай. Третий – Северный Кавказ и долгие горы. Четвертый – Золотое кольцо, Карелия и Териберка. Если же вам по-настоящему понравилось видео, вы знаете, где находится заветная кнопка, которой можно выразить благодарность автору, и куда нажать, чтобы не пропустить следующее видео. Надеюсь, я смог вам показать Мангистау, а вы составить мнение о нем. Пока-пока.